хотим несколько вопросов именно про гуманитарную сферу задать, если не против. Да, конечно. Ребята, столько есть людей, которым нужна помощь. Это все, нужно просто вникать, знать, кто чем занимается, где нужна помощь, нужно во всех местах по-разному. Кто-то создает NFT, кто-то организует лагеря, рейвы. Мы музыканты, мы играем туры и перечисляем все деньги, заработанные с этих туров. Думаю, что это у нас получается лучше всего, музыка. Умел бы рисовать, и NFT бы продавал бы. Все возможные способы хороши. В этом и прикол, что каждый, кто может что-то делать, делает это и помогает. Не надо снимать меня. Хотя мне уже нечего бояться, правда. Ничего, что я тут в бело-сине-белом флаге. Американский Конгресс должен резко ускорить поставки вооружений на Украину. Знаешь ли ты какие-то конкретные инициативы, принимаешь ли участие в гуманитарном движении? Я стендап-комик, являюсь представителем объединения Comigration. Мы делаем мероприятия в Грузии, Батуми, в Тбилиси, и мы часть вырученных средств отправляем в гуманитарные фонды. Как думаешь, что может объединить людей из разных стран для того, чтобы помогать Украине совместно? Мне кажется, может объединить, во-первых, личный пример каких-то людей, возможно, каких-то лидеров мнений. Когда твой знакомый так делает, ты начинаешь так делать. Когда люди вокруг это говорят. В этом проблема сейчас в России, что кто это делает, они молчат, чтобы не вызвать ничего. И поэтому кому-то кажется, что вокруг все могут быть за или, наоборот, апатичные. Как думаешь, как можно привлечь больше людей по всему миру к этой помощи? Больше оповещать, для того, чтобы больше людей видело, потому что в любом случае кто-то еще до сих пор живет в своем восприятии, думает, что это нормально, но это не нормально. Если будет больше оповещения, то тогда, я думаю, будет больше возможностей. А какие ты знаешь проекты помощи Украине? Может быть, сам участвуешь? Я знаю организацию «Допомагаем уехать», и я знаю организацию в Тбилиси, как Immigration for Action, которая помогает с лекарствами и всеми остальными. Есть «Чувство for Help» или они бывшие «Поляршвили 60», которые тоже помогают с гуманитарными проектами и всем остальным. Также есть шелтер «Дом на горе», который также помогает с получением какого-то жилья временного. И также это очень важно, потому что, кажется, начиная с августа в Грузии не предоставляют жилье беженцам. Как ты думаешь, как можно больше людей привлечь в гуманитарной сфере, к помощи, к волонтерству? Распространять это. Просто то, что может делать каждый, это репост, если этому безопасно. Как вы думаете, как можно это волонтерское движение гуманитарное сделать более массовым, чтобы больше людей присоединялось? Наверное, нужно, если говорить о Грузии, то я все-таки считаю, что здесь на государственном уровне должны выделяться бюджетные средства на это, в первую очередь. Потому что пока все держится на уровне народа, здесь отличная поддержка именно национальная. Принимаете ли вы сами участие в гуманитарном движении? Да. То есть как в качестве волонтера? В качестве и волонтера, и в качестве человека, который донатит на различные потребности и для беженцев, и для ЗСУ, и для разных потребностей. І був волонтером, і допомагав з продуктами і до України через своїх друзів, які там і коміки. Також робив якісь донати, внески, в інтернеті поширював у своих друзей, просил допомоги. На данный момент я волонтер в 3 организациях «Помогаем уехать», «Масхалеба», которые предоставляют жилье беженцам в Грузии, и Immigration for Action, которые помогают с медикаментами украинцам. Знаю дом на Мухатгверди, украинский. Им помогаем, ездим. То есть вы имеете непосредственное отношение к волонтерскому движению и сами принимаете участие? Не движение, так единичный волонтер, как отдельная личность. Пока что я только 2 раза там был. Привезли фрукты. Как вам кажется, как можно привлечь больше людей в гуманитарную сферу, больше волонтеров, сделать движение более глобальным? В первую очередь, мне кажется, это рассказать о том, что помогать можно не только деньгами, о том, что каждые 100 рублей, $1, не знаю, выберите вашу валюту, 1 лари, это помощь, потому что на это можно что-то купить. Можно просто предоставлять помощь психологическую, разъяснять про документы. Очень много нужно как-то помогать людям трудоустроиться сейчас, учить языки новые, чтобы ехать в Европу, например. Это очень много вариантов. И не обязательно работать целый день, 40 часов в неделю. Даже если вы 2 часа в неделю регулярно готовы тратить, вы отличный волонтер. Это круто.
пожалуйста, что для вас значит независимость? Независимость – это прежде всего свобода. Свобода, когда ты свою точку зрения можешь выражать, ты не боишься. А независимость – это когда ты живешь так, как принято в твоей культуре, в твоей стране, а не так, как тебе диктуют какие-то соседи. Независимость – это гордость и радость за свою историю, за культуру и за будущее своєї страни. Это свобода. Ну, для мене, я як людина з Луганської області, які кажуть, що там проблеми з російською мовою, но я могу легко перейти на русский язык, и для меня не будет проблемы общаться на одном и втором языке. Для меня, в первую очередь, независимость – это выражение своих эмоций, чувств, слов. Это то, что человек может делать, если не носит вреда никому другому, там, не убивает, не ворует, ничего, то ты можешь делать все, что угодно, это твоя жизнь, ты можешь распоряжаться как угодно. Главное, чтобы ты не причинял никому зла. Также говорить, если ты своими словами не причиняешь вреда людям, окружению, то ты имеешь право высказать свое мнение. Для меня, кажется, это самое главное, то есть это даже важнее жизни. Я думал, на самом деле, что захотел бы я жить в несвободной стране, там, 30 лет, нет. Я лучше поживу год-два, но в стране, где я могу говорить, что я хочу, и делать то, что я хочу. Что для тебя значит слово «независимость»? Какой смысл ты в него вкладываешь? Ну, это суверенитет свободной страны, свободного народа. К сожалению, в этом смысле Россия не независима. Это когда ты понимаешь, что у тебя есть свой народ, ты живешь со своим народом, вам хорошо, у вас государство, которое вас поддерживает, вас понимает. И в любом случае есть какие-то разногласия, но независимость – это когда тебе никто не диктует, как жить, у тебя есть свое государство, есть своя жизнь, и нужно ее проживать. Это когда ты не зависим ни от кого и сам вершишь свою судьбу. И я надеюсь, что Украина покажет нам всем пример, как это надо делать. Это право решать самостоятельно свои проблемы и иметь свои возможности на решение этих проблем. Independence is one of the main values of every normal person, and as I know, Ukraine became independent in the same year as Georgia became independent from the USSR, and it's just we're going on the same route, and I think just people of Georgia, Ukraine, and the post-Soviet countries should really stand together and fight this huge empire of evilness that is trying every day to invade us. Выступать независимо от того, что думают вообще другие страны, независимость от тех, кто считает то, что твоя страна это не твоя страна. Это в первую очередь соблюдение прав человеческих, общечеловеческих, гуманитарных прав у себя в стране. Мне кажется, что независимость – это в первую очередь про суверенитет, про возможность самостоятельно принимать решения, самостоятельно выбирать власть, самостоятельно выбирать проводимую в разных областях политику. Что для вас значит это слово «независимость»? Мне кажется, что настоящую ценность вещей мы понимаем, когда их теряем. И, собственно, в России люди и сообщества, они потеряли свою независимость. То есть мы потеряли возможность принимать решения, делать выбор, определять, как мы будем жить, не боясь за свою жизнь и будучи уверенным в результате. И мне кажется, что вот это как раз то, о чем многие украинцы говорят, о том, что они в своей стране это могут, а россияне в России нет.